Нет безумных людей, которые поймут, что за фигню я придумал. Нет, что другие там делают. Успех без денег, наверное, неполноценный успех. Сколько тираж, какой бизнес, какая выручка. Невидимые миру слезы, сидишь и фигаришь. Для него по-прежнему медиа – это газета бумажная, которую он читает по утрам. Да, посмотреть кино про себя. Про чувака, который, значит... который такой д***еб, что вот в такой ситуации оказался. Давай, кыр-кыр-кыр. Биологическое выдавливание из гнезда. Что строить, если менять будешь все? Ну тогда... Это какой у меня должен быть навык построения защиты? Сейчас я... Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Так, ребят, у нас выпуск от выпуска, все сюрпризы какие-то. Поэтому будем брать сейчас карточки с гостем и по очереди отвечать. Ну и заодно поймем, в чем мы сходимся, в чем расходимся и так далее. А у нас сегодня в гостях Михаил Зыгорь, как его называют, политический журналист, военный корреспондент, писатель, историк, ну а сегодня еще и предприниматель-бизнесмен. Вот и сейчас и познакомимся. Поехали. Привет. Ну, погнали, да. На правах, так сказать, гостя, да? Давай, первая карточка твоя. Какие профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет? Это моя любимая тема. Ну, я точно знаю, какие профессии будут не востребованы. Так. Их очень много. Во-первых, будет не востребована прежняя система образования, потому что она во многом готовит по тем лекалам, по которым люди привыкли работать в 20 веке, а сейчас это все уже как бы не функционирует. Моя профессия, которой, например, я учился, она называлась журналистика. Ее уже больше не существует. Просто не существует тех подходов к производству контента, которые существовали 20 лет назад. Было принято так, что каждый человек, который производит какой-то контент, он производит не целиком, а маленький кусочек. То есть он написал текст и сдал его редактору, не отвечает за дальнейший жизненный цикл, от него уже как бы ничего не зависит, он произвел маленький кирпич. Этот подход давно устарел, потому что сейчас как бы любой человек, он должен думать о полном жизненном цикле своего продукта. Будь то производство его соцсетей, его YouTube-канала, его любого контента, он сам себе генеральный продюсер. И в этом смысле очень многие профессии, какими мы видели их 20 лет назад, окончательно перемешаются на самом деле в ближайшее время. Журналистика в прошлом, кинематограф, не знаю, шоу-бизнес, вот это все, это выльется в такую сверхдисциплину, уже вылилось в сверхдисциплину, которая называется контент-мейкерство или как угодно. Я надеюсь, что произойдет какое-то более благозвучное изобретение какого-то названия, но и таких примеров очень много. Так подожди, что будет востребовано? Ты говоришь, что не будет? Окей. Вот, что будет? Вот. Ты что на вопрос-то не отвечаешь? Я отвечу. Я подробно рассказал, что такое контент-мейкерство. И вот люди, которые отвечают целиком за то, что они производят, вот это как раз то, что очень будет востребовано. Конечно. Да. Смотри, тогда моя очередь тогда добавить, да? Я все-таки так скажу, что востребовано, да? Ну, то есть, выходит, мы здесь с тобой согласимся, я с тобой согласен, что все, что мы знаем, много из этого, не будет, а что будет, мы не знаем, короче. Но мы точно знаем, что обновление профессии будет быстрое, то есть даже возникающая какая-то профессия, например, вот блогер в ТикТоке. Ну вот она же возникла, буквально 2 года назад, 3 еще не было, а сейчас это блогер в ТикТоке уже такая профессия. Вот хрен его знает, останется ли эта профессия там через 5 лет. Живая жизнь или навыки жизни, вот такая профессия будет. Короче, обновление или способность обновляться, способность менять профессию. Перепридумывать, чем ты занимаешься. Как профессия. Да. Потому что иначе, получается, ты становишься заложником чего, что устарело. Поэтому в целом мы тут согласились. Так, успех изменяется в деньгах. Так, успех. Ну, как бы, получается, каждый считает, что успех или там счастье не в деньгах, но хочет убедиться в этом на собственном опыте. Я убедился, деньги как бы у меня есть.
но успех я чувствую или ощущаю не от этого, не от денег. То есть выходит нет. То есть мой личный ответ как человека как бы нет, а как я наблюдаю, что в социуме да. А ты как думаешь? Мне кажется, точно нет. У меня есть очень хороший приятель, который так вышло, что он достиг большого успеха и заработал большие деньги какое-то время назад, будучи очень успешным хакером. И потом долго мечтал и до сих пор мечтает создать какой-то проект, как он говорит, о котором бы я мог рассказать маме. Что-то, чем бы я мог гордиться. У него даже есть такой пример. Если я изобрету, например, лекарство от рака, и об этом никто не узнает, то, что это я, зачем вообще мне это нужно? Зачем мне добиваться? Зачем нужно это лекарство? Так что мне кажется, что успех это прямо сложное понятие. И деньги, они, конечно, может быть, частично там есть. То есть успех без денег, наверное, не полноценный успех. Но вообще деньги до такой степени не самая важная составляющая, это точно. Ну, выходит, тоже частично совпало. Да, поехали дальше. Как вы отбираете партнеров и рекламодателей, с кем вы не готовы работать ни при каких условиях? Я, насколько знаю, у тебя там корпоративные заказчики, да, в агентстве. У меня много разных партнеров, и у меня есть такое предприятие, которое называется мобильный художественный театр. Мобильный театр – это театр мобильный, театр в мобильном телефоне, это мобильное приложение. Все, я его знаю. Это очень классно. Мобильный художественный театр МХТ, приложение МХТ, собственно, там спектакли, которые ты ходишь по городу, существуют в разных городах уже. Ходишь, слушаешь, и у тебя все, у меня совпало, оказываешься внутри. Отличная штука. Основные его партнеры, с которыми мы работали за последний год, это что? Яндекс, X5 Retail Group, Тинькофф. Я надеюсь, они сейчас смотрят нас и там, уже отчехляют. За рекламу на Сбербанк, вот Сбер был одним из партнеров. Да, все. Как отбираю я партнеров? В основном для меня важно делать то, что мне кажется интересным, правильным и что может стать легендарным. Вот мы чуть-чуть отмотаемся к предыдущему вопросу. Для меня важный критерий это легендарность. Не сколько денег приносит проект, а становится он знаковым, становится он революционным новым словом в том пространстве, где он начинает жить. Тогда я хочу этим заниматься. Тратить время на банальное зарабатывание денег, можно об этом мечтать, когда тебе 15. Но когда тебе 40, уже, мне кажется, довольно глупо. Я тоже отбираю партнеров, да, вот проекты, когда, знаешь, очень похожие. Может ли произойти какое-то феноменальное раскрытие, даже иногда я не знаю, что мы сейчас будем делать, оно может быть небольшое, но как бы я проецирую, а может ли дальше с партнером произойти что-то следующее, большое раскрытие, и не скажет ли мне потом сын или внук, или кто-то из близких людей: пап, что это за хер полная, что ты там херню в ТикТоке порешь? Поэтому, как я пока не отбираю, у меня что-то селектор как бы иногда сбоит, видимо. Вот так. Ну давай, кто? Так, сейчас не моя очередь. Так, я, значит... Самый влиятельный человек в мире на сегодняшний день. Я знаю этот ответ. Я самый влиятельный человек в мире. В моем жизненном пространстве, в котором я живу, я иногда удивляюсь, там нет такой значимости. Трамп, Путин, Байден, Иванов, Петров. Я же просто вижу, чем люди живут. Да? Они говорят, нам эти не дают то, это. Получается так, я живу в каком-то жизненном пространстве, где я очень влиятелен, но не потому, что я больше и сильнее, да, я просто мне до пизды, что другие там делают, просто один черт знает, что все, что я могу, сделать, или сотворить, да, один от меня зависит, и все, что со мной произойдет, тоже от меня или от близких с тем, с кем я делаю. И я такой ответ делаю, что я самый влиятельный. А ты как считаешь? Это очень смешно, потому что я сейчас пытаюсь вспомнить, где я год назад давал интервью одному YouTube-каналу, и там был
последний вопрос ровно такой. Так. И я на него ответил, что самый влиятельный человек – это я. Когда я говорю «я», я имею в виду, что для каждого человека сейчас самым влиятельным человеком должен быть он, потому что у нас такая уже цивилизация. Субъектность. Цивилизация, да, что центр вселенной для каждого человека, в принципе, сместился давно уже от каких-то небес внутрь себя. И мне кажется, очень хороший символ вот этого сдвига – это культура селфи. Это то, что если раньше люди думали, что там где-то есть какие-то великие знаменитости, политики, поп-звезды, их там хотели к ним прикоснуться, взять у них автограф. То сейчас, если эти какие-то люди, они имеют смысл, но для подчеркивания собственной значимости. Они фон, с которым ты свой личный центр вселенной, а они где-то вот по фону должны мелькнуть, чтобы ты еще раз себе, как бы для любого человека сейчас, в нынешней культуре, он центр вселенной. Очень интересный разворот. Давай я тоже сделаю сейчас селфи на твоем фоне. Какое будущее у медиабизнеса в России? Ничего себе, это прям подгадали. Вот у меня был случай, я люблю его рассказывать. Я где-то года 3 назад вошел в такой общественный совет при президенте Макроне. И там был Марио Варгас Льоса, Фрэнсис Фукуяма, не знаю, там был Стиглиц еще экономист. То есть там были разные люди, какие-то лауреаты Нобелевской премии, и вот из России был я. И он что-то такое говорил про медиа, и я вдруг понял, что для него он это артикулирует, что когда я утром пью кофе с круассаном и читаю газету, вот как бы как сделать так, чтобы это... Для него по-прежнему медиа – это газета бумажная, которую он читает по утрам. И это, как ни странно, в Европе все еще во многих странах вот эти старые медиа, они все еще живы. В Америке во многом уже нет, а у нас совсем нет. Традиционные телеканалы уже понимают, что не просто ящик, то есть, ящик – это просто один способ доставки того контента, который они производят. Но самое главное – это контент и разные способы доставки. В этом смысле будущее у медиабизнеса никакого, а вот у вот этого нового бизнеса по производству и доставке контента фантастическое будущее, потому что у нас очень много качественных контент-мейкеров, и сейчас больше денег вливается в то, чтобы это пространство, этот бизнес развивать. Мне кажется, что вот совершенно не так, то есть я с тобой не согласен. То есть я считаю, что как раз-таки сейчас идет расцвет медиабизнеса, только медиабизнес стал распределенным и децентрализованным. То есть если раньше он был группирован в телеканалах, там, не знаю, газетах, каких-то изданиях, и где-то это до сих пор остается, то сейчас медиабизнес, вот ты сейчас предприниматель, ты и есть медиа. Да, бизнесмен, одного человека. Конечно. У тебя есть способность использовать платформы, там, инструментарий, но ты и есть медиа. Ровно про это и говорил, что прежних медиа нет, есть совсем другое. Совсем по-другому это устроено. То есть бизнес расцветает, он расцветает многообразием проявлений, его теперь нельзя контролировать, как раньше, например, хоп, как до сих пор некоторые пытаются, хоп, а хрен-то с два, а где медиа, где его охват, где есть известность, там медиа for equity, то есть ты можешь сегодня променять свой медийный канал на долю в компании или на деньги, там рекламный поток и так далее, пожалуйста, все. Я могу сейчас вот взять там этот алкогольный производитель которым запрещено рекламироваться, да, как Цыпкин Саша делает. Поставить бутылочку коньячка. Как все делают. Что Саша? Наливать так делают, коньячок. Так я говорю, какой и Маша, и Паша, и Глаша. Все так делают. Да, и вот оно медиа, понимаешь? Так, инвестируете ли вы? Если да, кто куда? Да, я инвестирую больше, чем я хотел бы инвестировать. Получается как-то, видимо, удачно инвестировать, и денег много, и опять становится еще больше, чем я хотел, поэтому мне каждый раз приходится опять инвестировать. Потом рука набилась, и, конечно, инвестирую. Да. А если да, то куда? Да везде.
Уже это самое, вот просто это, и cyber security, ну, то есть кибербезопасность, и образование, и финансовые сервисы. Я бы даже сказал следующее, во что я не инвестирую, мне было бы проще перечислить, чем сказать, во что я это самое. Во что? Ну, в политику, Угу. ну, в разные политические вот эти вот движения, выборы, потому что эта тема занята, Угу. ну, там уже Там есть кому все инвестировать. выбрано, да, Да. выбрано и выбрано, и забрано. Да. Нефтехимию не инвестирую, потому что это тоже, так сказать, забрано и выбрано, да. Да, Ну, то да. есть я инвестирую туда, где не забрано, не выбрано, и там проращиваю. Кстати, у нас нет школ хороших, детских садов, например, вот туда инвестирую, чтобы были. Это мой компас. То есть, если я вижу много улыбающихся людей потом, ну вот куда я инвестирую, да, в школы, сады, значит, я увеличиваю инвестиции именно туда. Вот, короче, вот такая у меня нетрадиционная, я считаю. А у тебя как? Про меня писал последний раз журнал Forbes как пример очень успешной компании, которая изобретает, чем ей заниматься, и потом этим занимается. Условно говоря, деньги, которые я зарабатываю на книгах и на продаже прав за книги, я инвестирую обычно в другие свои же проекты, которые находятся просто на другой стадии производства. Нет безумных людей, которые поймут, что за фигню я придумал. Мне намного проще вложить свои деньги, потом это все, и через какое-то время это уже будет приносить деньги, которые я буду забирать и инвестировать в какие-то новые свои изобретения. Ну вот мобильный театр, да? который я фактически во многом содержал на протяжении 2 лет, на 3-й год уже стал приносить деньги. Слушай, а ты вот к книгам относишься как к инвестиционным проектам, или это то, что плавающая рациональность, которая вот проступает или проявляется, и ты вдруг потом обнаруживаешь, что вот она вышла? Вот тут вот мы выходим на инвестиции времени. Потому что, конечно, по количеству затраченного времени книга это самый неблагодарный продукт. Потому что одну книгу вот сейчас я уже могу сказать усредненно, одна книга занимает 2 года. Я точно знаю, что неправильно заниматься книгой full-time, потому что это надоедает, выхолащивает, чувствуешь себя несчастным от того, что вот эти вот невидимые миры слезы, сидишь и фигаришь. Но, скажем, там, по полдня в течение 2 лет это нормальный график работы, это большая инвестиция. 2 года по полдня в день книга. И сколько тираж, какой бизнес, какая выручка? За права сколько получаешь? Вот, например, за Кремлевскую рать. За Кремлевскую рать. Есть Кремлевская рать пример книги, которая продалась примерно в 30 разных, то есть 30 переводов. 30, не 30 стран, 30 языков. Плюс, это много, это много, это больше, чем любая другая моя книга. Плюс к этому права на экранизации. У меня, я отдал права на экранизацию в Америке за Кремлевскую рать, и это хороший контракт. Ну, скажи просто примерный порядок, чтобы люди знали. В России рынка почти нет, поэтому почти не платят роялти. То есть очень тяжелый в России книжный рынок. Ты, как правило, получаешь деньги один раз, и 99% писателей никогда не получат второго платежа, потому что пока ты не отработал аванс, тебе ничего не начинает капать. То есть в бизнесе принято, ты аванс, либо говоришь «не скажу», аванс составляет, либо говоришь я могу в порядке сказать. Да, аванс это какие-то миллионы рублей, и потом роялти это какие-то миллионы регулярных рублей. Все понятно. То есть неплохо так вот, кто, если сидит там, думает, чем заняться. Но американский книжный рынок это на порядок другая вещь. Да. Там как бы сотни тысяч долларов. Давай, значит, кто сейчас выбирает? Был я. Нет, я был. Я, да. Поехали. В каком возрасте ребенок должен уйти из родительского дома и жить самостоятельно? Да. У тебя сколько? Детей у меня 1 дочь.
Ты дошел Моей уже? дочери 11. Она еще как да, бы... она вполне... Тем не менее, ты уже готовишься, значит, ответить на этот вопрос. Вот на эту тему очень много как раз написанных текстов разных социологов, которые изучают, как диджитал влияет на психологию людей. Диджитал, технологии, телефон, вот это все. Яркий пример, что они становятся менее самостоятельными, меньше стремятся к независимости, потому что должный уровень автономности они получают в телефоне. Потому что, то есть, они поэтому могут долго жить с родителями, но при этом как бы абсолютно ментально сепарироваться от них, потому что никто не может заглянуть в их чаты, соцсети. Да. И там известная статистика, что в Америке за последние 10 лет адски упала вот эта кривая, в каком возрасте люди получают права. Больше как бы нет смысла никуда ехать, вырываться от родителей, ты и так от них вырываешься внутрь телефона. Я думаю, что это немножко однобокий и слишком пессимистичный анализ, который делают просто пожилые люди. Они смотрят со своей колокольни, они помнят, что как бы, когда мы были молодыми, трава была зеленее, поэтому они вот так вот подсвечивают. Но Миш, подожди, тебе сколько лет? Мне 41. Выходит, ты меня назвал пожилым, потому что я это... И я и себя называю. Нет, пожилые – это все те, кто... Я считаю, что ребенок должен уйти из родительского дома и жить самостоятельно. Пожилые – это все те, кому меньше 20, которые родились в предыдущую додиджитальную эпоху. Вот у кого не было в школе мобильного телефона, все уже, как бы мы Ребята, выходит, у меня вся аудитория на YouTube-канале почти пожилая, так что поздравляю вас. Мы должны с этим смириться и как бы принять это. Подожди, все-таки ответь на вопрос, в каком возрасте должен? Я думаю, что в том возрасте, когда ребенок начинает чувствовать себя в состоянии и хочет зарабатывать деньги, ему нужно отделяться. До 20 чуть-чуть сразу после 20. Ну вот где-то так, мне кажется, это логичный, естественный возраст. Ну да, я тогда скажу свое мнение, что слово «должен» для меня здесь скорее раскрывается не как жизненная необходимость, ну типа если не сделаешь, то умрешь, а скорее императив, который значимые взрослые продвигают или ставят в воспитательной среде такими догматами для того, чтобы будущий взрослый получил некие ориентировки. Дорогой мой, вот к такому-то возрасту покидай тут пенаты. Даже если это должен, поставлено в виде следующего. Плата за комнату, в которой он проживает. Вот до 18 лет жил на халяву. В 18 исполнилось, там, например, в Москве 30 тысяч рублей за комнату. Не хочешь снимать здесь комнату, снимай. Или вали где-то куда-то. Да, нет, это такое прям биологическое выдавливание из гнезда. Гнезда, да. Это интересно. Я говорю, если я его из гнезда не предложу ему выйти, да, то он не создаст семью. Давай. Кыр-кыр-кыр. А ты так сделал? Да. Со своими? Да. Класс. Класс, да. И сейчас еще зарабатываю на детях. А когда дети видят этот чек за комнату, они говорят: пап, подожди, за такие деньги мы пойдем квартиру снимем. Я говорю, я бы на вашем месте так же бы сделал. Качества, без которых не выжить в современном мире. Вот в современном мире, вообще говоря, сложновато выжить, если нет навыков жизни, как я считаю. Конкретно это следующее. Навык генерации защит от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем. Раз. И навык генерации свобод, как навык замысливать что-либо и добиваться замысленной с помощью имеющегося. Вот, в принципе, этих двух компетенций, вот, без них, плохо будет. Придешь в состояние, что где родился, там и пригодился, или как бы нежели богато, нехрен. И надо сказать, что если так вот по статистике, да, я вижу, что у 80%, наверное, даже у 90%. Эти две компетенции, они на достаточно низком уровне. Особенно про первую, навык генерации защиты. Люди в себе не видят
когда они злоупотребляют властью, манипуляцией, контролем, других не видят, ну то есть в себе не видят, в других не видят. И в результате допускают, общество ненависти ведь возникает когда? Когда мы все пропитаны, и мы детей даже воспитываем в таких социальных нормах. Я тоже придумал два качества, которые мне кажутся важным. Первое – это странное слово, но адаптивность, назову вот так. У меня просто как раз вот на днях был день рождения, и многие меня, бывшие коллеги, например, с которыми я работал на телевидении, на одном классном телеканале, они меня, поздравляя, очень часто цитировали мою фразу. Подожди, ты на «Дожде» работал? Я был главным редактором «Дождя». Это же агент иностранный. Ну, теперь уже да. То есть выходит, я с агентом, что ли? Или бывший агент? Это какой у меня должен быть навык построения защиты? Сейчас я... Ладно, давай. Как говорят мои друзья, хорошие дети плохих слов не слышат. Многие мои бывшие журналисты вспоминали и очень, поздравляя меня, цитировали мою любимую фразу, когда я был главным редактором. Главный принцип верстки – это переверстка. Это всегда нужно быть, если ты начинаешь, готовишь выпуск новостей, ты себе сверстал план, и ты должен, главное, знать, что в любую секунду все может полететь, потому что что-то случится, и ты все в любую секунду должен... Без сожалений. Конечно. А иначе вот это очень важно. И второе, это тоже журналистский тоже принцип, но он на самом деле нужен везде в жизни. Это критический подход к тому, что ты видишь, и критическое отношение к источникам. Всегда нужно с небольшим сомнением, на мой взгляд, смотреть на ту информацию, которая из всех щелей просачивается. Я помню, я недавно выступал перед школьниками, и мне нужно было вот этот тезис вставить, что очень важно следить за источниками, и прочитал в интернете, это не источник. И я сделал такой слайд с бутылкой воды, святой источник. Говорю, самое важное – это источники. И эта шутка очень зашла, то есть они потом мне все говорили, что мы теперь все поняли, что источник должен быть святой, только святому источнику можно верить. Имеет ли смысл в современном мире строить долгосрочные планы как человеку, так и государству? Тут очень легко, потому что планы имеет смысл строить всегда. Потому что если ты не сформулировал себе цель и не придумал способ ее достичь, то тогда непонятно, что ты делаешь вообще, и что ты делаешь, и зачем. Планы очень нужно строить. Но второе, нужно быть готовым все время эти планы менять. Потому что ты же не один в этом мире. Так, что строить, если менять будешь все? Ну тогда... Нет, называется, если не строить, это болтаться как говно в проруби все-таки. Это можно, и тогда это в фильме «Паразиты» есть же прекрасный этот диалог. Какой план никогда не рухнет? Да. Тот, которого нет. Да. Смотри, видишь, какая прочность, устойчивость в этой фразе. Мы нашли точку, где вообще категорически расходимся. Возможно, я просто предложу не против что-то. Я говорю, я не согласен, я не присоединился, я что-то другое сформулирую. Смотри, как сказал один очень мудрый человек, фразу: иерархическое упорядочение сложного напрочь проиграло, характеристика индустриального мира, напрочь проиграл такой подход структурно-поведенческому многообразию. Есть какие-то структуры, есть поведение, есть мотивации и мультиагенты такие. Ты агент, я агент, он агент. У всех какие-то интересы, и все, соударяясь друг от друга, вдруг создает такое поле логических причин, когда на этом фоне что-то проступает. То есть, они не планировали. Они соударялись друг от друга, у них были какие-то интересы, замыслы и так далее. И вдруг вылазит какая-то кракозябра. Например, кракозябра, мировой лидер судостроения в Корее. У всех людей есть свои интересы, все куда-то бегут, соударяются, и на стыке этих соударений, взаимодействий, взаимоотношений что-то проступает. И потому, если посмотреть на Россию, наши соударения, они слишком однообразны, вертикальны.
То есть, если ты посмотришь, как соударяется в России, есть такая магистраль, по которой все понятно, как соударяется, вертикаль там власти или как ее называют, да? А все остальное очень бедное, нищее, там очень мало энергии, мало чего. Все. В такой структуре вылупиться или случиться может что-то, но мало чего, мало чего. Берешь Америку, там кипучий котел, всякой херни, просто вот нагромождение херня на херня возглавляет, херня погоняет. Если так сказать. Вот в этом кипучем котле много чего возникает. Столько херни возникает. Но среди этой херни иногда случается что-то такое, что вот опа-на. Да? И потом случается какими-то феноменальными там, чем-то. Компании, там, инновации там, и так далее. Вот и все. Поэтому я считаю, планы это хорошо строить, но это тактический нижний уровень. Вообще говоря, надо стремиться к мощнейшему структурно-поведенческому разнообразию. Поэтому то, что ты стал медиа, бизнес-медиа отдельный, это очень круто. И еще другие сотни тысяч людей, которые теперь медиа, да, это очень круто. Теперь смотри, сколько альтернативных источников, передачи, соударений, да. А раньше бы мы с тобой слушали первый, второй там, кнопку, канал там, и сидели бы и сосали у шарика. Однозначно. А сейчас на 30 языков ты издался. Да, там, нет, и это круто конечно, же. никто не запланировал. Все, точно, никто да. не Это запланировал. Вот это никто не запланировал. Структурно-поведенческое это. И только твоя инициативность и вот эта поведенческая штука, какая-то внутренняя... В этот момент, когда условия создались, какие-то люди начали делать, какие-то люди не начали делать. Просто одни тактически это себе, слово план, может быть, меня тоже смущает. Какой-то... Был у тебя план написать книгу? Конечно. Конечно, ну а что? Была у вас, говорит, какая-то стратегия? Да, у меня какая-то стратегия, но я ее придерживался. Я придерживался, абсолютно. Нет, у меня был... Просто я собирал книгу 7 лет, Да. а потом в какой-то момент я решил, что все, я сейчас должен сесть и пальцами ее... Я хочу сказать тебе большой комплимент. Ты в книге сохранил вот эту дистанцию от подаваемых фактов, такую, что как будто бы у тебя нету своего чувства и мыслей про эти фактологии. Да? И это очень интересный профессионализм. Это я ориентировался на аудиторию. Да. Мне нужно Но у было, тебя есть ощущения и мысли про это? Может, ты сейчас скажешь? Какие мысли? Давай так. Ты как исследователь, историк изложил книгу, чтобы читатели сами... Да. А у тебя же есть чувства про твои мысли? Или чувства, или ты как наблюдатель на свои чувства, когда хочешь, чтобы это... Хочу. Я как политический журналист и военный корреспондент высказался? Да. Да нет, этого вопроса тут нет. Давай по вопросам. Хорошо, давай. Кто тянет? Кто говорил про долгосрочный план? Я говорил. Твоя очередь. Давай. Так, самый сложный момент в жизни и как вы его пережили? Ух ты. Да. Самый сложный. Да, пожалуй, было очень много сложных, и они все были самые сложные. Драма, которую я проживал как трагедия. Вот. История такая, когда мне показалось, подчеркиваю, что мой партнер меня кинул. И в этот момент я создал все для ядерной войны, термоядерной. Угу. И уже, собственно, он тоже создал. Уже нажал. Он тоже создал это, и сейчас бы началась большая термоядерная. Это как бы так рационально об этом, если так говорить. Но внутри всего этого, это была трагедия. Да? Что, в принципе, еще чуть-чуть, и была бы большая война, и она бы уничтожила все. Вот это был тот такой момент. Да. А у тебя? У меня было несколько похожих ситуаций, но они как раз именно в них я придумал способ выхода, которым всегда пользуюсь. Я примерно, Ты сам придумал, 10, да? Я придумал в тот момент, да. Сейчас расскажу как. В детстве я был политическим журналистом, а в глубоком детстве я был военным корреспондентом. Вот примерно с 20 до 30 я работал военным корреспондентом газеты «Коммерсант», ездил часто в разные горячие точки. Я поехал в Эстонию, там в Таллине в тот момент, какой-то был 2008
8-й, наверное, год, 7-й. В Таллине были волнения в связи с переносом памятника неизвестному солдату, сражавшемуся в Великой Отечественной. Его переносили с центральной площади на кладбище. И из-за этого в русской общине Таллина было много возмущений, и там были реальные, ну вот похожие на то, что сейчас недавно было в Казахстане, такие погромы с разбитыми витринами, и один погибший, кажется, был. То есть там была такая не горячая точка, но для того момента очень сильная. И из-за этой ситуации почему-то отменили на время поезда. Я странный себе придумал маршрут. Я решил вернуться через Хельсинки, доехал на пароме до Хельсинки и, приехав туда, ну, странно, наверное, я мог придумать себе хороший выход, но я обнаружил, что у меня денег хватает или на поезд, или на гостиницу. А поезд в следующие сутки. Я покупаю себе билет, понимаю, что я живу я в ближайшие 20 часов в Хельсинки на улице, а это май, то есть, в общем, холодновато. Ну, там было дополнительно много смешных моментов вокруг. Я аккредитовался на какие-то мероприятия, которые происходили в Хельсинки. И я устроил себе очень интересную вот эти сутки, но в какой-то последний момент, когда я уже все посмотрел, везде сходил на Евровидение. И в конце я понял, что вот как бы пора, уже хочется поспать, рубит адски. Я понимаю, что я сейчас вот просто замерзну вот в этом, напротив церкви в Хельсинки. И тут у меня вот такая кристальная мысль, что уже завтра это будет так смешно вспоминать. Это взглянуть на себя со стороны. С момента, посмотреть кино. Где тебя плохо. Да, посмотреть кино про себя. Про чувака, который, который такой д***ёб, что вот в такой ситуации оказался. Так, я пошел, да? Да. Откуда у россиян, в том числе молодых, тоска по СССР? Ну как? Вот ну они же просто империя все молодые, у которых есть тоска, они же знают, что в Советском Союзе все было бесплатно, в том числе интернет. Да. Я, во-первых, хотел сказать, что сразу видно, что вопросы писали такой же пожилой человек, как и мы с тобой. Потому что слово СССР предполагает, что как бы... типа вы же... Да, я помню в далекие годы, когда я закончил только институт и пошел в аспирантуру, я какое-то время там преподавал. Там была группа, которые не очень как-то были готовы. И я, чтобы как-то им помочь, начал задавать какие-то вопросы, которые мне казались элементарными. Например, я задал вопросы, как расшифровывается СССР. Но оказалось то, что это я, всех завалил. Вот. Нет. Что тут непонятного, да? Нет. Вот. Потому еще был второй вопрос, как расшифровывается СНГ, что тоже и как бы еще хуже. Да. Потому что СССР, там как бы слово «союз» угадывалось, а все остальное нет. Интуитивно. А в СНГ как бы «союз» и все. И дальше не получается. Мое мнение такое, что вот не особо-то важно знать историю. Дело в том, что история вообще не определяет будущее. То есть будущее или то, что с нами случится сегодня и, например, завтра, определяется полем причин. На поле причин мы можем влиять вот всегда. Конечно, и в прошлом складывались какие-то причины, и сейчас можем влиять, но не историю, то есть надо изучать, а поле причин, в котором складывается желаемое. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, дети случаются без таких корней, то есть без понимания, откуда они, да. И я не знаю, как с этим быть. Вот расскажи мне как. Может быть, я заимствую твой взгляд. Давай, я разбираюсь. Давай. Я разбираюсь с этим. Я не знаю. Я отчасти согласен, что история не определяет будущее. И я категорически не считаю, что есть какое-то предопределение, на роду написано, там, тра-та-та, вот эта страна, у нее вот такая история, а значит никогда не будет. Булшит. По-другому все устроено. Мне кажется, что у истории есть очень конкретное практическое применение. История – это репетиция будущего. У человека нет возможности... Сюжеты. Конечно. Выбор, который делает человек,
он не может прорепетировать. Он может как бы прожить это один раз или может подглядеть на то, какой выбор делали другие, точно такие же люди, как и он. Важнейшая польза у истории – это возможность посмотреть на почти себя со стороны и посмотреть, как люди делали выбор. Они могли туда, могли сюда, сделали такой выбор, и вот что получилось. С этой целью история очень важна. Ты знаешь, мне очень зашло такое вот определение, как бы оно убирает вот это противоречие. Типа вот историю надо знать, вот, типа корни, вот, потому что мне вот это вот не устраивало. А вот как сюжеты, сюжеты выбора, знаешь, вот, ну, оно тогда, получается, наравне стоит с сюжетами, ну, которые современные сюжеты. То есть это все про сюжеты, какие поведенческие стратегии в каких-то вот ситуациях дают вот это, а вот это. Что ты хочешь, чтобы ты соизмеряла? Ты пополняешь свою библиотеку выбора или там сценариев, или стратегий, да? Ну, очень круто. Так, друзья мои, значит, мы выбрали, видите, не все карточки. Давай посмотрим, какие были ответы. На какие вопросы мы не ответили. Да. И ответим на них в следующий раз. Вы верите, что история повторяется? Ха-ха-ха-ха-ха. Сколько у вас подписчиков в Инстаграм и YouTube? Вообще пошли несерьезные вопросы. Журналистика в России умерла? Если нет, когда умрет? Можно ли предсказать будущее? Любой ли человек может стать бизнесменом? Свой бизнес или наемная работа? Вы верите в брак? И что для вас семья? 5 городов России, кроме Москвы, в которых можно жить с комфортом. Так, предлагаю, вот из этих вопросов, которые не отвечены, да, выбери один, на который самый для тебя сложный будет. Я вот точно знаю, на который ты вообще никогда не отвечал. Что я не знаю ответа. Не, на который ты вообще... Вот, про 5 городов выбери, России. который ты не хочешь отвечать. Ну, про 5 городов я не знаю, не думал и никогда не... Воспользуйся поводом ответить на то, чтобы дало тебе что-то новое проживание. Ну, да? На все вопросы можно ответить односложно. На некоторые да и нет, а на некоторые там, давай про семью. 3 словами. Про брак. Вот, кроме верите ли вы в брак, да. Я при этом не считаю, что обязательно брак в течение жизни может быть один. Я верю в брак как это называется, моногамный, но последовательно сменяющиеся моногамные отношения, то есть несколько браков, вполне себе брак. Семья вообще довольно интересное, сложное понятие в 21 веке. Вот нужно просто... Это сложный вопрос, да. Это очень... Я никогда не думал. Это очень интересно, как сейчас по-другому... То есть, очевидно, что сейчас семья, это как бы не мама, папа, я. Это по-другому устроено. Разные партнеры, разные... То есть, часто друзья могут являться семьей. Вот хочется придумать какое-то яркое определение, что такое семья. Наверное, семья – это набор людей, с которыми тебя связывают максимально иррациональные связи. Интересная такая постановка. Семья – это то, что точно не семья. Нет, семья – это то, что не основано на взаимовыгодном сотрудничестве. Очень интересно. Ну, то есть то, что иногда происходит в ущерб. То, что не те люди, от которых тебе что-то нужно, или те люди, которым что-то нужно от тебя. То есть те люди, с которыми у вас происходит товарно-денежный обмен, или какой-то другой обмен, или какой-то, какая-то рациональная или просто зависимость. Да, я такое слово подобрал. Жизнеспособное сообщество, или ячейка взаимной поддержки. Это вот отражение какое-то такое.
Ну, алхимия, я действительно считаю, например, мужчина становится в 10 раз действенней, я такое слово, вот, не эффективнее, не продуктивнее, вот это все, результативнее, вот не подходит, действенней, когда семья, женщина тоже. Вот. И сама семья – это новая такая сущность. Вот. В конце концов, счастье, вот многие говорят, счастье, что такое счастье, даже определение счастья, говорю, слушай, если ты ощущаешь прилив сил, это про счастье. Ну вот так мы поговорили про семью, и мне кажется, мы нашли самые сложные вопросы, эту карточку мы тоже вскрыли, да? Друзья мои, как был этот выпуск, пишите комментарии, хейт, пожалуйста, вопросы, пожалуйста, пишите откровенно, потому что мы с Михаилом, значит, готовы ко всему, как вы поняли. Нас любые вопросы, которые тут были, мы к ним не готовились, отвечали сходу. И на ваши, так сказать, запросы, комментарии и бурные высказывания тоже готовы ответить. Миш, за самый лучший вопрос или лучший хейт или лучший комментарий можешь пообещать какую-нибудь, может быть, книгу подпишешь? Книжку можно, да, подпишешь книжку там. оставлю, книжку, да. Да. Мы говорили про сюжеты. Да. Самое интересное, если у кого-то есть самый классный сюжет в ответ на любой из этих вопросов, вот за самый лучший сюжет мы дадим книжку. Ждем ваши сюжеты. Книжку Михаил обещал. Подписывайтесь на канал Игоря Рыбакова, на канал Михаила Зыгоря. Значит, нам нужны очень большие возможности разносить самое доброе и светлое во всем мире. Поэтому вместе мы общими усилиями это можем сделать. Поехали. До встречи. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.